Всем привет, меня зовут Ируша, и сегодня по плану мотивирующая история. История этой знаменитой женщины, миллиардерши, которая достигла успеха. Тираж ее книг на втором месте после Библии, вообще за всю историю человечества, и это Джоан Роулинг, которая придумала Гарри Поттера. Я быстренько скажу, что я не ставлю перед собой задачи как-то четко рассказывать биографию, я концентрируюсь на пути человека и как он добился успеха, потому что некоторые люди не достигают цели своей или вообще не начинают действовать, потому что не верят в себя, думают, что у них не получится. И история Джоан Роулинг доказывает, как она сама говорит, что для успеха достаточно всего лишь одного человека, и это вы сами, потому что в нее никто не верил, родной папа в нее не верил, говорил, что ее рассказы это неинтересно никому. Редакции издательства отказывали в публикации Гарри Поттера, первой книги «Философский камень», но тем не менее говорили, что никому не интересно про волшебников читать, пишите лучше про космос, про роботов, но тем не менее она себе поставила цель и сказала, что она это сделает. Путь ее жизни не усеян цветами, долгое время она жила в бедности, и интересно очень мне было читать ее биографию. Вообще, когда я читала биографию, я подумала о том, как же столько трудностей могло выпасть на долю этой хрупкой женщины. И в этом видео я в том числе буду рассказывать, как создавались образы для Гарри Поттера. Это очень интересно, потому что она брала этих героев в реальной жизни, она подмечала где-то каких-то людей и потом поместила их в книгу. Откуда создавался поезд, откуда появилась шляпа и так далее. Так что начинаю я свой рассказ с ее детства. Ее детство, оно очень интересное, потому что вот тогда, с самого детства она начала писать, и уже зарождались какие-то фантазии в ее голове. Папа у нее был холодный и ожидал мальчика, и когда родилась я, он называл именем Джон, когда еще не знал, что родится Джоан, девочка. И когда она родилась, он был очень разочарован, а потом родилась сестра Джоан, и тогда он вообще впал в депрессию. Отношения были очень холодные, и тогда Джоан начала выливать какие-то свои, наверное, переживания, фантазии на бумагу, и первый рассказ написала чуть ли не в 5 лет, вообще в очень юном возрасте. Прочитала рассказ сестре очень понравился, захотела продолжение, и тогда Джоан поняла, что ей это очень нравится. Потом она написала рассказ своему папе и подписала не Джоан своим именем, а Джон, мужским именем, который хотел папа, чтобы был мальчик. И папе это очень понравилось. Она за все, наверное, детство увидела первый раз, когда папа улыбается. И тогда мир расцветился яркими красками, и Джоан очень-очень была счастлива от этого. Вот это вот еще раз подчеркивает история, что, конечно, родители некоторые вообще не дают отчета, что дети очень много всего в себе переживают. И потом она написала еще один рассказ, и папа его отверг, и тогда отношения стали еще хуже. И Джоан очень сильно переживала и на какое-то время оставила свое писательство. Ей начали сниться кошмары, ее отвели к психологу, и психолог сказал, чтобы она вернулась к написанию, чтобы не использовать никакие не таблетки для того, чтобы психика ребенка, с психикой у ребенка было все в порядке. И она снова начала писать. И потом у нее заболела мама очень серьезно, долгое время папа за ней ухаживал. И когда мама умерла, отношения с папой у нее вообще разладились. И уже в 25 лет, она работала. В какой-то момент она себе сказала, что она больше не хочет работать на этой работе, она хочет выбирать себе работу и жить так, как она хочет. И ушла с этой работы. Много очень людей отвернулось от нее, и на следующий день, к ее удивлению, ей предложили интересное предложение, сделали работу в другой стране, в Португалии, она туда переехала, и день ее складывался так, что она работала, и потом ходила в парк, и там снова писала, какие-то фантазии в этом парке у нее возникали, и какие-то персонажи в голове, и тогда она уже понимала, что она хочет написать книгу,
книгу, но она не понимала, с чего начать и что это за книга будет. А потом как-то она ехала в поезде, и поезд остановился на долгое время. И как раз вот этот вот поезд, который в Гарри Поттере, вы все знаете. Потом она увидела детей, которые бегают на перроне. Потом она увидела, как они все друг с другом взаимодействуют. И потом она увидела родителей, которые были недовольны, что дети шумели. И тогда ей хотелось сказать родителям, что постойте, но вы же такие же дети были. И вот тогда у нее зародилась в этом поезде такая мысль, что ей хочется создать то, что будет для родителей напоминанием, для взрослых людей, что мы были такими же детьми, и чтобы это было что-то такое сказочное и волшебное. И вот так вот в этом поезде у нее и зародилось желание, уже такого вот в будущем, как мы все знаем, в этой книге о Гарри Поттере. Какие-то персонажи начали появляться в голове. А потом она встретила своего мужа, и тоже очень непростая, конечно, личная жизнь у нее сложилась. Она на какое-то время отложила написание книги и полностью жила этим человеком. А потом снова вернулась к написанию книги через какое-то время, и муж ее мог бросить в нее бутылку с портвейном. Это так он выражал свое недовольство, что она полностью поглощена своей книгой и не уделяет ему внимания. Она все время садилась за пишущую машинку. И потом она забеременела, потом он привел какую-то девочку и сказал, что в их квартиру, и сказал, что она теперь будет вместе жить с нами. И, в общем, Джоан на этом поставила точку и ушла от мужа. Жила в дикой бедности. Она сама говорит, что мне не просто вспоминать этот период жизни, потому что у меня даже не было стирального порошка для того, чтобы стирать вещи. Я стирала просто в обычной воде. И тогда настолько она была в отчаянном состоянии, что она поняла, что для своей дочки она ничего хорошего сделать не может. И лучшее, что она может, это отдать дочку своей сестре. Она ее перевезла и хотела наглотаться таблеток, уйти в лучший мир, но соседка ее остановила и сказала, что сестра передала то, что ее дочка очень плохо себя чувствует и на грани смерти. И тогда, в тот момент, Джоан поняла, что она все сделает для того, чтобы дочка ее жила в хороших условиях, и она поставила себе цель, что она, что бы ни было, добьется этого успеха и будет зарабатывать хорошо, и что она приложит все свои усилия для того, чтобы все было хорошо. И потом она написала Гарри Поттера. Мы все прекрасно знаем эту книгу, первую свою «Философский камень». Это было в 95-м, по-моему, году или 97-м году. И стала отправлять в разные редакции ей там в издательство. И она получила около 12 отказов. Я вот вспоминаю, кстати, свою подругу, которая на 3-м отказе по работе, она сказала, что я ни на что не годная, и мне все отказывают, мне, наверное, нужно сидеть дома и вообще не задумываться о какой-то хорошей работе, наверное, выберу что-то такое вот средненькое. И вот и Джоан, которые говорили, что это никому не интересно, про волшебников пишите, про космос, про роботов, о чем вы вообще, это что за бред, выкиньте это и вообще больше не предлагайте нам такую непонятную, странную историю.
Но, тем не менее, она не остановилась, она продолжала отправлять в разные издательства, и в какой-то момент удача ей улыбнулась, и хозяйка одного из издательств, она прочитала этого Гарри Поттера, и ей захотелось продолжения. И вот с тех самых пор она, мы все уже знаем продолжение, что уже Гарри Поттер стал известен и популярен по всему миру, и вот таким вот образом, вот удивительная история, женщина могла, это Джоанна, она могла себе в какой-то период жизни сказать, что мне не получится, опустить руки и ничего не предпринимать, но тем не менее она, в какой-то момент она, кстати, так и сделала, как я и сказала, но тем не менее она поставила себе цель и достигла этого успеха, достигла этой цели, и спасибо ей большое за эти потрясающие книги, невероятно интересные, которые действительно взрослого человека погружают в сказку и волшебство, и я очень люблю Гарри Поттера. Дети все любят Гарри Поттера, и везде всякая продукция расходится просто на ура по всему миру, всякие ручки, тетрадки, и настолько вот любимые все эти персонажи. И вот очень интересно, как она Гермиону придумала. Она увидела на площади девочку с рыжими волосами, она играла на скрипке, по-моему, на скрипке. И таким образом она собирала деньги, потому что родителей у нее не было. И когда она отыграла, к ней подошел мужчина и сказал, что ты сегодня плохо играешь, ты сегодня мало заработала, ее отругал. И она как-то очень ему лихо ответила. И тогда Джоан обратила внимание, что эта девочка обладает интеллектом, что эта девочка такая смекалистая. И вот таким вот образом она на каждого персонажа обращала внимание, не персонажа, а человека из жизни. И потом она уже превращала его в героя и помещала в книгу о Гарри Поттере. Такая вот история, представляете? Это я так вкратце рассказала, я надеюсь, что это было вам интересно, но меня просто восхитила эта история, потому что вот я представляю, что это, конечно, чудесным образом так все сложилось, что вот эта вот хозяйка в этой редакции нашла, ей понравилась эта книга, а так на самом деле в жизни часто и происходит, когда уже в какой-то момент и везде отказы, и везде что-то не получается, и она очень, и удача улыбнулась, и в итоге все это вот так вот вылилось, что это все просто стало вообще невероятно популярно по всему миру. И она очень важную вещь говорит о том, что в ее никто не верил. В нее не верили родители. Папа говорил тоже со своими рассказами, что у тебя нет никакого таланта, зачем ты это делаешь, это неинтересно. И вот так вот везде ей говорили, что это никому не нужно, что ты делаешь. А в итоге, видите, как получилось. И вот история ее, Джоан, показывает, что не нужно останавливаться. Если вы сами верите в свою идею, то эта идея обязательно реализуется, и нужно действовать. Я часто в жизни я сталкивалась с тем, что когда я делилась с тем, что я хочу в жизни реализовать, мне некоторые говорили, что попробуй, но вообще-то, наверное, это невозможно и это нереально. Вот я сторонюсь людей, которые вот так вот говорят, что это невозможно. Все в жизни возможно и все реально, если вы сами будете. Многие люди не достигают успеха, потому что они в себя не верят. Они сами себе ставят ограничения и говорят, что у них не получится. А если перенастроить себя, и если, опять же, послушать вот такие мотивирующие истории замечательные, то можно понять, что все в жизни возможно, даже касаемо вот такой вот
какой-то фантастической истории, какой-то сказки, какой-то книги, которая, в общем-то, могла быть действительно не опубликована. И вот. Так что такая вот история. Спасибо вам большое за внимание. Увидимся уже в следующих видео. До новых встреч. Пока.